когда я знал, что мое заболевание это неизлечимое, да, и я всегда думал, что я умру в России, да, я прожил 8 зим, мы заняли первое место самых опасных стран в мире. А что врачи говорят? Сколько осталось жить? Народ начали употреблять больше эту самую наркотики, чем было тогда. Душа будет жить. Да, Вы в это верите? я верю в это. Гондурасцы это добрые люди, да. Скорую помощь я могу вызвать по телефону? Можете, Бесплатно. бесплатно. Я был в Красный Крест, да. Гондурас богатая страна? Да, я бы сказал, что да. После того, как я умру... Тегусикальпи в центре небезопасно. Не безопасно. Мы живем один день. Почетный посол Российской Федерации, да, я потерял примерно 50% своего зрения, да. У нас очень большая преступность, да, и люди, они уже очень агрессивны, да. В чем смысл жизни? Служить Чему? всему, человечеству, людей, любовь, жизни. Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Меня зовут Тупак Амару. Как певец. Как индеец. Вы молодой, поэтому говорите... Рэпер Тупак. Рэпер Тупак Амару Шакур. Да. Но мой отец меня назвал из-за героя. То есть тогда его не было Тупак. Да. Ну и, кстати, вот это рэпера тоже назвали из-за этого героя, перуанского героя, да. У него это два имени. Я поменял свое имя в России, потому что Тупак похож на тупой. Не так ли? И я же был в школе. Мне бы эту самую стали бы мешать всю жизнь, так что мои одноклассники говорили: нет. Теперь ты будешь называться, ты будешь эту самую Амару. И вот и Амару. 8 лет Амару. Да. Всем привет, это Гондурас, и мы встретились с Тупак Амару. Сегодня он расскажет, чем он здесь занимается. Поехали. Ну что, Тупак Амару, как рэпер в Гондурасе, да? Расскажи, пожалуйста, почему в Гондурасе, ну, я так понимаю, ты здесь живешь, но откуда тогда у тебя появился русский язык в Гондурасе? Вы знаете, я же учился в России, или в то время был Советский Союз, в 98 году, и учился в интернате, в школе интернациональ, да. И там учил русский язык. Это на какую специальность вообще поехали туда учиться и какое образование получили? Сначала в Иванове мы учились в школе, да. После школы я поступил в университет Дружбы народов имени Лумумбы, и там поступил на инженерный факультет, был строителем, и после того закончил бакалавр на инженер-гидравлик. То есть в интернатуре это после какого класса
учились? Я был 9-10 класс там, и один год учил русский язык, физику и химию. А почему в интернате в этом же обычно обучаются это дети без родителей? У вас не было родителей? Нет, было родители, но в то время мне пришлось уехать из Гондураса из-за того, что мои родители, они занимались политикой, и они не были, они были против, да, той режим, да, и они были очень заняты с тем, чтобы сделать, скажем так, поменять вот этот режим, да. В то время начали преследовать не только эти люди, которые были против государства, они начали преследовать тоже детей, да. И мы боялись, что у меня что-нибудь случится, если мне придется служить в армии, да. И поэтому мы могли уехать в Россию, Иваново, через Красный Крест. Образование получили полностью бесплатно? Полностью. А сколько образование вообще помогло потом в проживании, в работе в Гондурасе? Вы знаете, когда я возвращался в Гондурас, меня наняли на работу не из-за того, что я был инженером. Меня наняли из-за того, что я прожил в России и тоже знал русский язык. Почему? Потому что посол Российской Федерации, почетный посол Российской Федерации, да, ему нуждался в этом человеке, который недавно был там и который мог знать о бизнесе и в этом же дело. Да. И, конечно, мне помогло сначала знать русский язык, и после того, когда я устроился в других работах, да, я работаю как инженер-гидравлика, строю водоснабжение канализации. Это 25 лет уже тому назад. И мы работаем для самых бедных людей в Гондурасе, которые не имеют воды в собственном доме. Да. Вот так и помогло вот это образование, которое я получил в России. Да. То есть из-за того, что знали русский язык? То есть почему? То есть раньше здесь много было русских? Нет, было две вещи, да. Я знал русский язык и недавно был в России и тоже занимался бизнесом, да. И поэтому меня наняли вот это самое. То есть это было как неким преимуществом, да? То, да. что вы очень много лет были в России и знаете какой-то бэкграунд. Как бы ни странно слушал, да, так и было. Это было преимущество для меня, да. Но потом, безусловно, я же начал работать как инженер, гидравликом, и это, конечно, помогло, да, что я учился в России, чтобы у меня был диплом университета. Да. А в России, то есть в Советском Союзе, не было желания остаться там, обучаться, жить? Вы знаете, да, было дело, но моих друзей, с которыми мы жили в интернете, многие из них, они эмигрировали в Швецию, во Франции, в Испанию, они возвращались. И с другой стороны, я хотел возвращаться домой, потому что было 8 лет с тех пор, которые я не жил со своей семьей. Да. И думал, может быть, я могу возвращать то, что я получил в России, да, в свое общество. Да. И вот и так и сделал. Да. Так и получилось, что мне удалось этого сделать. Да. Осуществить свои желания. Да. Насколько тяжело вообще было адаптироваться в то время в Советском Союзе, когда еще приехали, даже не знали русский язык? Вы знаете, я до сих пор помню, как все было. Да? Я когда приехал в Россию, в Москву, я был в Красный Крест, да,
и мы поехали с этим, с самым боссом, да, самым большим боссом Красного Креста, который он меня подброс до Владимира, а мы были на этой самой, как его там, на электричке, вы знаете, но у нас не было здесь поездов, да, мы поехали на электричке, да, но я со временем знали, что это не самый лучший, это самый способ ездить, да, но в этом самом Владимире нас встретил наш директор, да, уже на машине, да, знаете, вот с водителем, но же самое, это было круто, да. Я приехал сразу в изолятор, да. Ну, я же с Латинской Америки, у нас паразитоз или всякого, знаешь, болезни, да, начали проверить туда и сюда. И мы же, у нас, к сожалению, до сих пор вы не можете пить воды из крана, да, потому что, то есть, они не, то есть, вы можете заболеть, да, но у меня было очень жарко, и я хотел пить воды, да, и я же не знал, как делать, да. Но у меня был словарь, я начал стучать, но я живу в изоляторе, начал стучать, и ставил вот это на слово «вода», да? И вот эта медсестра, она поняла меня, что я хотел пить воды, да. Вот, так и началось, но... Ты чувствуешь зов перемен, где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. И постепенно, да, было трудно. Почему? Потому что, скажем, я был в семье, где нам все делали, да. Значит, да, мы были самостоятельны, но у нас был нянька тоже, знаете. И этого мы привыкли, что нам делали все. Но когда ты приходишь в интернет, ты даже не можешь стирать свою собственную одежду, да. И я до сих пор вспоминаю, как мои коллеги там, его зовут Арас, мы до сих пор общаемся, он из Ирака, он стал меня научить, как стирать собственные одежды, потому что, когда я начал это сделать, он пришел ко мне, да, мы были и он смотрит, и у меня пошла кровь, да, я же не заметил, что этого делать. И он взял мои трусы, я даже не стесняюсь, что этого было, и он же стал стирать мои одежды. Ну, знаете, это, ну, как с интернета, да, это братство, да, мы же как братья. Конечно, как вы говорили, сначала у нас не было родителей там, наши родители были наши учителя, да, которые мы уважаем и до сих пор помним, да, в наших сердцах до сих пор запоминается вот этот, когда был последний звонок, да, как мы научились кататься на лыжах, как было привыкнуть, да, с погодой, да, знаешь, 25, знаете, 25 градусов здесь в Гондурасе, да, примерно, но середина этой температуры. Но в России, когда я приехал 1 сентября, и начинается понимать, сняться вот эта температура, да, и это было тоже тяжело, но свет, наш язык был русский язык, до сих пор есть русский язык, мы общаемся на русском языке со своими друзьями, да, независимо от того, если я гондурасец или нет, но если мы учились в интернете, мы говорим по-русски, и всегда мы будем говорить по-русски. Такова жизнь, да. Вот, и постепенно мы привыкли ко всему, да. Было хорошо, я вам говорю, что этот интернет был очень, очень красивый интернет, да, было все, что вы могли, у нас был кино, у нас был бассейн, у нас был очень хорошие преподаватели, мы изучали
испанский язык, это самый арабский, это самый это самый португальский. Почему? Потому что когда мы приехали, мы были очень, очень маленькие, да? Многих из наших были маленькие, и они потеряли со временем свой собственный язык, да. Я приехал с одним человеком, который ему было, ребенок ему было 6 лет, и он был из Непала. Он научился русскому языку где-то 6 месяцев, я кое-как, но он же потерял полностью свой... Не было с кем разговаривать. Да. Ну, когда прибыли вы в Гондурас, после 8 лет проживания, обучения в Советском Союзе, не было такого, ой, что тут все не так, что тут я уже отвык. Ну, то есть, не было ли ностальгии, да, в первые годы уже проживания, работы в Гондурасе о Советском Союзе, а может, надо было остаться? Ну, типа, мысли такие не посещали вообще? Вы знаете, это в то время было дело, но я хочу честно вам сказать, что эта ностальгия до сих пор находится в наших сердцах, да, когда мы смотрим, как все там поменялось, да. Сейчас поменялось. Я имею в виду в тот момент, в ближайшие 2 года, да, вот именно когда 2 года вы уже в Гондурасе жили. Да, безусловно. Вы знаете, я был 8 лет в России, да, я прожил 8 зим, да, только из этого, и жара, да, возвращался в жара, еда была как совсем другая, да, и погода была другая, мы общались, ну, вы знаете... Испанский не забылся? Да, было дело, знаете, я же примерно 2 года, когда был в интернете, я не говорил по-испанскому, да, я полностью... Даже мне было немножко стыдно, потому что я даже и забыл свой гимн, знаете. Ну, мы здесь строимся каждый понедельник, и «Ту бандера», и начинаем «ла-ла-ла-ла-ла». Но этого потерялось, да. 3 года подряд я же слышал гимн Советского Союза, и вот остальное, да, и пионерский лагерь, ла-ла-ла-ла-ла, и поэтому, конечно, я же был очень... вы знаете, мы обладали очень нас, вся культура была внутри наших сердцах. Почему? Потому что мы всегда были очень благодарны вашему народу, да, за того, что сделали за нас, да, за нас, собственно, но и за весь мир, да, потому что мы знали все, что происходило, да, Второй мировой войне, мы ездили в разных местах Советского Союза, да, и мы могли общаться с этими, и могли знать, как вы сами, да, поэтому эта ностальгия в то время была, и сейчас есть, да, потому что со временем, когда вы будете в моем возрасте, у вас будет ностальгия по Латинской Америке, я вас уверяю, что этого будет. А сейчас сколько вам лет? 54. 54. А вернулись в Гондурас в каком году? В 96-м году. В 96-м. Когда приехали в Гондурас, насколько здесь вообще была развита преступность? Она не была так ярко, как, знаете, сейчас говорят, или несколько лет тому назад, да, когда мы заняли первое место самых опасных стран в мире. Да. То есть в 96-м году было спокойнее? Спокойнее, да, были спокойнее. А откуда она начала появляться? Вы знаете, насколько историю говорят, дело в том, что когда на все этой войны в Центральной Америке перестали быть многих из этих солдатов, да, и люди, они начали мигрировать в США, да, и, безусловно, у них был опыт войны, да, они же были в Сальвадоре, были в Гватемале, были в Никарагуе, да, то есть было дело, да, и
начали формироваться вот это, так называется, марас, но? И вот, скажем, вот это Мара 18, которая говорят, да, Мара 18, и другая, которая была в Лос-Анджелес, этого, да, я вспомню, Сальватруча, да, и они это были они начали организоваться, чтобы делать преступность, эту самую международную преступность. Да. И со временем США начали возвращать их, эту самую, назад, да, и в наших условиях в Центральной Америке не было настолько хорошо, да. Но каждая страна сделала свое. Гватемала то же самое, Сальвадоре то же самое, у нас то же самое. Я думаю, что в Никарагуа есть разница, да, и в Коста-Рике, да, у них не было такое, это явление не было в этих наших странах. И после того они же начали заниматься вот этот наркодельцев, да, и постепенно все это развивалось и развивалось и развивалось, да. Но это же было все равно очень, как говорится, не давало обычному народу, да, спокойно жить. То есть и убийство, и грабеж. Да, потому что, вы знаете, это самое, со временем все, как все превращалось, да. Сначала они начали платить это самое деньгами, скажут, да, ну, эти деньги, это самое, они пользуются здесь, да. Но со временем они начали платить с этим самым, с кокаина, да, с этим. И тогда наш народ начали употреблять больше эту самую наркотики, чем было тогда. Ну, то есть эта группировка, по сути, научила употреблять наркотики людей. Я бы не сказал, да, я не бы сказал, что так было. Но но увеличилось. Увеличилось, потому что у вас было доступно, да. Когда у вас нет доступности к этому, это тяжелее, да. И когда вам платят деньгами, долларами, да, этого было хорошо. Но когда вам платят эту самую наркотиками, вы должны продавать, чтобы превращать этого в деньги, да. А вы начинаете это самое, что народ начинает пользоваться этим. Да. Этого было дело. Ну и, безусловно, это собственное решение, да. Но есть влияние из-за бедности, из-за того, что многих условий дают, чтобы вы занимались этим, да. Но когда это начало происходить, правительство Гондураса не боролось, или они полностью были коррумпированы? Я думаю, что было несколько действий, чтобы этого, чтобы не увеличилось, да. Но на самом деле, вы знаете, что это бизнес, это самый из самых крутых бизнесов в мире, да. И я думаю, что со временем мы постепенно начали потерять вот это, как говорится, наши учреждения, да, мы потеряли это несколько учреждений, которые могли бы бороться за этим, да, скажем, полиция, скажем, это самое военных, да, но и все, что связано с этим самым с правом, да, и этого они же постепенно начали купить их душу, да, и мы же находимся здесь, да, мы же имеем один из президентов, который уже сидит в тюрьме, но мы не могли его судить здесь, да, к сожалению. Если вы смотрите в Центральной Америке, даже в любом стране в Центральной Америке, уже несколько президентов попали уже в тюрьму. К сожалению, в Гондурасе этого еще не было, да. Хотя мы знаем, что многие из них, они совершили больших преступностей, да, коррупции. Да. А армия вообще есть в Гондурасе? Да, конечно. А она обязательно? Ну, то есть человек
достигший совершеннолетия, должен обязательно отслужить или нет, добровольно? Нет, добровольно. Добровольно, да. Она вообще помогает полиции как? Да, да. В некоторых задачах, да, они помогают друг другу, да. Но раньше они были, знаете, я бы не сказал, что они противники, да, но тоже я бы не сказал, что они друзья, да. Но они должны существовать, да, в этом среде, да. Но на самом деле сейчас же они помогают друг другу, да. Даже, но они борются как-то вот именно с наркотрафиком, с наркокурьерами? Да, говорят и пишут, что это происходит. А в реальности В реальности, я думаю, что делают, но не как положено, да, потому что многих из них, да, они же связаны с этим, к сожалению. Да. Да, уже есть книги, которые говорят об этом, да, это самое. Вы за границей, все незнакомо, все чужое, и вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. Президент на сегодняшний день, который является женщина, да? Угу. Как считаете, как вообще народ считает? То есть он выбран в действительности народом, либо это какая-то коррупция, кто-то помог в этом? Нет, было выбрано это самое народом. Да? И я думаю, что есть разные мнения о ее, как она могла, как она делала все вещи в этом периоде. Да? Некоторые говорят, что неплохо, другие чувствуют в себе, что этого не так ли, да, потому что бедности, да, пишут эту самую статистики, что она уменьшалась, да, но когда вы разговариваете с простыми людьми, они же говорят, что нет, да, они продолжают эту самую, жить в этой бедности. Если мы говорим о лекарствах, к сожалению, они сделали все, что могли, или могли бы сделать еще лучше, да? Потому что в нескольких больниц нет эту самую качественные лекарства. Да? И иногда в некоторых из них нет самые нужные вот эти лекарства. Да. Но в моем примере, потому что могу говорить о себе, я получаю, да, хорошие лекарства. Я же пациент гемодиализис, и я же получаю каждые 3 раза в неделю, да, вот эту мою... они мне делают все, что положено, чтобы я был здоров. А что за диагноз у вас? Я не знаю, это поликистозис. Онкология? Нет, не онкология, а была... Это кисты. Я не знаю, как будет по-русски, но это кисты, которые заменяют места в почках, да, и со временем они прекращают работать, и вот и так и было. Но это излечимо? Да. Нет? Нет, это генетически. По наследству я получил от моего отца, и вот так. А врачи что говорят? То есть просто поддерживаем состояние вашего здоровья, да? То есть не лечим, а поддерживаем? Поддерживаем, потому что я нахожусь в этой самой последней стадии, да, который, если я не иду в больницу, я могу
умереть, да, потому что моя жизнь зависит от машины, да. А что врачи говорят? Сколько осталось жить? Не знаю. я пытаюсь. Вы знаете, мы говорим по-испански эту самую. Un día a la vez, ¿no? Каждый день мы живем один день. Остальное мы не переживаем, да. Завтра будет завтра, да? Но сегодня это самое главное. Ну, Сегодняшний день. вы сами во что верите? То, что... Бога, конечно, я беру Бога. Да. Ну и я думаю, я же несколько лет тому назад, 2 года тому назад чуть не умер, да. И, безусловно, когда люди находятся на границе смерти, это когда мы постепенно встречаемся с Богом. В моем случае было дело, но я же стал верующим несколько лет тому назад. Да. То есть, когда узнали о болезни? Нет, вы знаете, я знал о болезни, когда мне было 33 года. А верить когда начал? Я думаю, что я всегда верил. Но это, вы сами знаете, что верить и вести себя как христиан, это совсем другое дело. Да? Потому что даже когда я был в России, да, уже многие из нас были атеистами, да, но со временем, когда уже мы начали общаться с людьми, мы понимали, что они не были атеисты, да, они были... А что подразумеваете под верой, что вы делаете так по-другому, Как? чем атеист? Как? Что мы делаем? Как вы живете, да, по-другому? То есть, вы описали... Во-первых, да, извините. Вы описали, что я еще давно верю, да? Угу. Но глубже я поверил, я так понял, с болезнью связано, Угу. да? И чем отличается ваше поведение, образ жизни от тех, кто не верит, либо атеист? Разница. Может быть, разница... Какой образ жизни ваш и в чем разница? Во-первых, я каждый день благодарен из-за того, что у меня есть, из-за того, что у меня нет. А что именно вы делаете? Как благодарите? Я молюсь. Я молюсь Богу и даю благодарность за мою жизнь, за жизнь моих родителей, за моих родственников, за тех, которых нет вещей, которых нет крыши, которых нет еды. Я же работаю из-за того, чтобы мы прекратили, чтобы наше общество не жило, или детей не жили в этой бедности, понимаете. И когда, что мы делаем, какая разница? Может быть, и на самом деле не есть такая разница, но может быть разница в том, что у вас есть цель, да, и эта цель – это служить другим. Может быть, и неверующий тоже делает, да, поэтому, может быть, и в этом же нет разницы, да, но вы верите, что после того, как я умру, если вы можете называть жизнь, да, будет продолжаться. Да, то есть вечно. Душа будет жить? Да. Вы в это верите? Я верю в это. Но живу в эту самую. Сейчас, да, в это же время. Не то, что будет, да. Но нужно делать этого сейчас, да. Нужно себя вести этого, а не то, что... Что мы? Мы это то, что мы делаем, не то, что мы говорим, не так ли? Да? Мы можем говорить обо всем, но когда мы ценим людей, потому что они делают. Но вообще медицина Гондураса, насколько она качественна? Вот сейчас рассказали, что у вас есть заболевания. Вы знаете, все зависит от того, какие у вас деньги. То есть бесплатного здесь нет ничего? Нет, есть бесплатного. И получаем в некоторых местах очень хорошие сервисы, да. Но она улучшается
да, в зависимости от того, если вы можете платить, да, да. Поэтому вы в Гондурасе можете получить любая помощь, да. Но если у вас есть страховки, это хорошо, если у вас деньги есть, это лучше, но если нет, тогда вещи не совсем хорошо, да. Скорую помощь я могу вызвать по телефону? Можете, Бесплатно. бесплатно, да. Как быстро приедет? 30 минут примерно. А мне, иностранцу, окажет помощь бесплатно? Да, да. Только вы попадете в этот самый госпиталь, это самый государственный госпиталь, да, который страховка не нуждается, да. Но вы получаете эту самую, вам помогут, да, выжить. А дальше это совсем другое дело, но вас могут эту самую установить, да. Насколько много иностранцев вообще проживает в Гондурасе и что их привлекает? Знаете, цифру, эту самую, точную цифру не знаю, но я думаю, что есть эту самую. Они же, думаю, находятся вокруг тех местах, которые могут, где есть туризм, да. Только с туризмом? Нет, не только. Ну, не знаю, может, какие-то предприятия Нет, строят? конечно, безусловно. Какие-то Макилас. полезные ископаемые качают, золото добывают? Безусловно. Есть. Да, конечно, есть. То есть здесь какие полезные ископаемые? Золото. Имеется золото? Да, золото. Нефть? И говорят, что есть, даже русские говорят, что исследования, которые провели, говорят, что есть в этом самом департамент Ла Москития. Ну, не качают. Нет, не качают. До сих пор не качают. Почему? Ну, сами знаете, это самое, большие деньги нужно вложить в это, и даже вот у государства нет этих денег, чтобы это А сделать. если привлечь каких-то инвесторов со стороны? Пытаются, но сейчас есть несколько ограничений с Никарагуей, потому что, насколько я помню, находится в параллелю 15, да. Говорят, что и это спорное место, но если есть в Никарагуе, если это находится в Никарагуе... Спорная территория? Спорная территория, да. Да, вот. И поэтому... И может быть, вот это исследование не настолько привлекательное для того, чтобы могли бы уже эту самую приходить на скачать вот этот нефть. Помимо золота, какие еще полезные ископаемые есть? Железо. Есть железо. Есть некоторые, как называется... то есть говорят, да, я не могу держать этого, но вот эта мина всегда, она очень милитаризирована, и когда это происходит, может быть, там есть несколько полезных ископаемых, которые мы не могли перерабатывать, и этого даже не будет в США. Не знаю, может быть, мы говорим о вот это, как будет по-русски, которые потребляют для энергии, для энергии, да. Дорогая вообще жизнь в Гондурасе? Я бы сказал, что да, это все зависит от того, какое у вас положение, да? Потому что если у вас есть ваша заработная плата, это самая низкая, да, у вас... Ну, а сколько нужно получать, чтобы чувствовать себя комфортно в Гондурасе? Примерно, скажем, дайте подумаю. Я думаю, что это будет около 800 или 900 долларов. Ну, $1000 нормально. Да. А средняя заработная плата вообще в Гондурасе какая? То есть люди получают $1000 или нет? Нет,
Это не все получают такие деньги, но Большая безработица? есть такое. Люди не хотят работать или люди Люди хотят, не берут? не, люди хотят работать, но их нанимает на работу, это большинство, это государство. Да? И у них нет мест бесконечно. Да? Поэтому большая безработица. И я думаю, что то, что не помогает, да, это деньги, которые мы получаем из-за рубежа, да, скажем, из США. Мы называем их ремеса, но которые они, люди, которые там живут, гондурасцы, которые живут, они это самое ссылают деньги в эту самую Гондурас, да, больших денег, скажем, этого около 7 миллиардов долларов, это самое в год, скажем, да. И этого делает, что люди не могли инвестировать и только это самое тратят деньги, да, на всяких вещей, да. Гондурас богатая страна? Да, я бы сказал, что да. Мы же, у нас воды повсюду, у нас это самое 2 океана, да, у нас положение, геополитическое положение очень то самое удачное, скажем, что мы развиваем и мы пользуемся этим, может быть, нет, но наше богатство, вы знаете, этого не все в вещах, но только тоже в людях, да. А что именно выделяется в людях? Вы знаете, гондурасцы – это добрые люди, да. Мы же такие, не знаю, может быть, и наивные, но мы верим, что каждые 4 года эти политики будут менять это самое положение, да. И хотя у нас очень большая преступность, да, и люди, они уже очень агрессивны, да, потому что здесь это самое, статистика говорит, что убийства очень большие. Но на сегодняшний день преступность развита из-за того, что нет изменений от стороны правительства, или с чем связано? Или тот же самый наркотрафик? По-моему, по наркотрафике это есть одна причина, да? Но из-за того, что государство или вот этот el private sector, предприятия не дают возможности, чтобы подзарабатывать, да? Это другая причина, которая влияет на большая преступность, да. Почему? Потому что люди, многих, да, и этого я не говорю, что это хорошо, да, но у многих нет, что есть, да, и многих из них им приходится заниматься наркотиками, преступностью, но не все такие. Есть другие, которые этого, скажем, легче, чем найти работу в других местах. Но какая работа вы могли найти? Ну, вы закончите вот этот университет, и вам будут донять из-за того, что вы говорите по-английски, в колл-центр, чтобы ответить звонки из любой точки мира, да? Но же вы получили образование, высшее образование, но вот этот не дает вас, мы как государство не разрабатывают вот эти стратегии, чтобы гондурасцы получили эту самую достойную работу, знаешь, по образованию, по специальности, да, и так далее, и так далее. Где я сейчас, с кем встречаюсь, что замышляю, ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан 17. Здесь не просто ответы,
Здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. А насколько опасный Гондурас сегодня? То есть можно на улице спокойно идти или все-таки небезопасно? В некоторых местах я бы не советовал ходить, да. Это какие места? Скажем, в центре города, к сожалению, да, Небезопасно. это небезопасно, да, там бывает это самое. Тегусикальпи в центре небезопасно. Не безопасно. Да, нужно, с осторожностью нужно ходить, да. И есть несколько районов, или мы их называем колония, которые там, вот это, las maras y pandillas, они захватили вот этот район, да. И поэтому, если вас не знают, если вы не знакомы с некоторыми с ними, да, лучше не ходить, да. А полиция вообще как реагирует? Помогает или нет? Да, по-моему, помогает это. Но вы должны знать, что полиция тоже живет в этих районах, да. И они же... Знакомы с ним? Не то, что знакомы, друзья? Они, может быть, и друзья, и тоже они могли, их знают, да, и знают их семей, где живут, и не так все просто, да, потому что ты можешь действовать по-другому, но они же тебе могут напомнить, что в этом районе они контролируют этот район, да. А вообще, вот если говорить про преступников, они вообще религиозные или нет? Что они верят? Бывают такие, даже Бывает? Они молятся перед тем, как они будут убивать кого-то. Да? Да, вы сами знаете, что есть даже санто, это самое, специфически для тех, которые занимаются в этой профессии, если можно назвать профессией, да. Да, они молятся, они говорят, ну, помоги мне, Бог, чтобы меня не убили, да. Хотя они же занимаются этим, да. Да. А насколько вообще сама страна Гондурас религиозна? Насколько религия здесь вообще развита? Большая, да. Католический одна очень большая, и протестантизм тоже очень большая. Скажем... Ну, что больше, католицизм или... Католицизм. Я думаю, что чуть больше, да. Ну, очень большая. Но, как я вам говорил, да, это одно это говорит, что я верующий, другое это себя вести как верующий. Да. А насколько они верят в прошлое, когда жили цивилизация майя на этих землях? Есть несколько этниас, мы говорим этниас, которые они же до сих пор верят в это самое. Скажем, майя-чорти, например, да, наши гарифунас тоже, они верующие, но тоже у них есть несколько, скажем, они себя ведут как свои предки, да. То есть они на киче разговаривают? Киче. Ну, язык. Гарифуна. На гарифуна? Гарифуна. Говорят гарифуна, в основном гарифуна, вот это самое. А других нет, они говорят по-испански. Да. Это по сравнению с Гватемалой, они имеют свой собственный язык, да. Но в Гондурасе нет. В Гондурасе нет, не насколько там развито. Может быть, чуть ближе к ним, да, там в Копан, может быть, есть кое-как. Ну, а сколько они поддерживают вообще традиции прошлых цивилизаций? Ну, они, да, достаточно, да. Они до сих пор этого следуют. А само правительство насколько развивает туризм, чтобы привлечь сюда туристов к посещению не только археологических комплексов, но вообще страны, там, островов, чтобы туризм развивать и зарабатывать на этом? Вы знаете, я думаю, что даже тех правительства, которые были раньше, они этим занимались. Да? Я не могу исключить, что этого не было. И даже это государство сейчас тоже делает. Да?
они пытаются привлекать туристов не только для пляжа, скажем так. Вы знаете, мы же занимаем я думаю, что в первых 5 мест в это самое в производство кофе, да, и вы можете сделать вот такой туризм, что только можете найти в тех странах, где производят кофе, да. Здесь самый лучший кофе? Есть такое. Не, ну в Гватемале, в Сальвадоре, в Никарагуа тоже есть кофе. Есть кофе. Но а чем в Гондурасе лучше? Это высота и качество этой самой земли. Вы знаете. Кстати, я вам подарю эту самую, чтобы вы могли бы попробовать наш кофе тоже. Гондурасский кофе. Когда вы эту самую пьете, вспомните о нас. Да, о наших индейцев. Да. Если, скажем так, раскрыть тему, то, что вы сказали про веру. Вера до начала заболевания, да, и после описали. Насколько цель изменилась, то есть какие цели жизненные были до заболевания и насколько цели жизни изменились после? Вы знаете, может быть, когда я знал, что мое заболевание это неизлечимое, я всегда думал, что я умру, когда мне стукнет это самое 50 лет, да, как и умер мой отец, и как умерли многих из моих родственников. И не знаю, вы знаете, как будто у меня было нет надежды, да. Ну, умру, да. И я не хотел бы попасть в этот самый гемодиализис, да. Мне это было, я сопротивлялся очень сильно, да. Мне не было хорошо, когда я начал. И разница была в том, что тогда, когда я чуть не умер, многих из моих родственников, друзей, коллеги с работы, они молились за меня, да? Молились из-за того, что я не умер, из-за того, что Бог меня даст возможности, которые я ищу. На самом деле, я на самом деле вам говорю, что, может быть, я еще не нашел, да? Но меня дало 2 года, да, с тех пор, как я умер, и я мог быть со своей дочерью, со своей женой, со своими друзьями, я мог дать и показать, да, то, что жизнь, она на самом деле нелегкая, тяжелая, но я могу вставать каждый день, я могу упасть, но Бог мне даст силу, чтобы встать снова и снова. Потому что я в пути найти эту цель, да, и может быть, эта цель находится, это самое, чтобы служить другим, да. В моем зале, да, там очень многих людей, которые они не могут даже шагать, да. Я потерял примерно 50% своего зрения, да, но я стою каждый день, благодарю Бога, что я могу этот 50% видеть, да, и когда, ну, это нехорошо, что ты сравниваешься с другими, да, но когда я вижу в этом зале, я могу найти или чувствовать, да, много всего. Во-первых, любовь, но любовь, которая имеют людей, которые берегут своих больных, да. Тоже вижу одиночество, потому что есть люди, которые ни у кого нет, да.
но вижу сила, вижу этого людей, которые имеют 80 лет, они же в колясках, и они до сих пор хотят жить, понимаете. И когда вы видите этого полностью, мне, я могу это самое, заключить, что там же есть Бог, да. Там, да, там беднота, там есть боль, там есть все, что на самом деле. Но там есть любовь. В основном есть любовь, да, и солидарность, да, солидарность между нами. И может быть, это и есть моя цель, да, чтобы я мог вам рассказывать, чтобы я мог показывать другим, что даже в моем положении, которое неплохое, но я уже сказали, что хорошо по сравнению с другими, но я могу вставать каждый день и идти вперед, да. Но по сарам мы говорим. А до этого, до начала заболевания, когда вы не знали про болезнь, какая цель в жизни была? Наслаждаться, знаете. Просто наслаждаться, что имеешь? Да. Недавно умер мой хороший друг, да. У него был рак в этой самой голове. И последний звонок, который мне сделали из Голландии, говорил, наслаждайся жизнью, да. Да, самое главное, наслаждайся. Но имею в виду совсем другое, да, когда он же говорил этого, он почти ему стало несколько часов, да, чтобы умереть, да. Но он мне говорил об этом, чтобы я не тратил свое время в тех вещах, которые не важны. Да, потому что вот так бывает, да, мы занимаемся таких пустых вещей. Но вы говорили про душу, про то, что будет следующая жизнь. Так для чего это испытание вам? Для чего? Для чего это испытание вам? Ну, для чего вам дали болезнь? Для чего мне дали болезнь? Вы знаете, я читал вот эту книгу «Как закалялся стал». Я не знаю, если вы прочли, да? Но когда я смотрю мою жизнь, да, у меня бывает этого, после того было другое, еще другое, и еще, да. И не знаю, это как будто Бог меня проверяет, да, если настолько я могу, столько раз меня тяжело бывает, но я каждый раз встаю с такими силами, что могу вас уверять, что это не я, да, это Он. Он же мне дает эту силу, чтобы люди могли смотреть в моем примере, что он существует, да, что на самом деле это больно, это трудно, но даже так ты можешь жить как положено. Понимаете? Ну и этого, конечно, каждый день нужно бороться с этим, да. Не говорю, что я не совершаю грех, да, безусловно, я делаю, но я пытаюсь быть сознательным этим и попросить, да, чтобы он мне помог каждый день и чтобы он жил во мне, да. Ну, то есть душа живет несколько жизней? Да, я думаю, что... Да? Я думаю, что... А вот эта болезнь не родовая карма? А вы знаете, я читал вот эту карму, да, и говорят, карма это то, что вы можете быть, я не знаю, во мне есть возможность ответить, да. Все, что происходит, может быть, я не контролирую, да, но что я контролирую? Я контролирую мой ответ, да, от этого. Если моя жизнь мне дает, как говорит лимон, да, мы делаем лимонад, да, из-за того, что так бывает. И
Может быть, есть карма, а? Может быть. Но опять-таки, если с ваших слов есть душа, есть тело, верно? Да, верно. Болезнь получается, что тело? Тело, но я Тело. не есть тело, я не есть это Нет, самое. но в моменте болезни тела Я. проявляется сознание действия души, как она себя поведет. Мгм. То есть она либо поведет с падением вниз, скажем так, и начнет вести и не верить в Бога, да? Мгм. Скажет, вот ты такой проказник наказал меня за что. Либо открывается, наоборот, глубокая вера, что это было дано испытание, чтобы душа прошла, и в следующей жизни, если душа прошла вот эту болезнь тела, Мгм. то она идет уже с другими задачами. Может быть. А если она не прошла, то есть не поверила в Бога, да, там, начала, наоборот, вести свой образ жизни, а я завтра умру, Мгм. то в следующей жизни получаешь то же самое. Да, может быть, и вы прав, да, вы прав, потому что так и бывало с моими родственниками. Да. Они же, они ушли, да, и даже это изменение, да, это самое, чтобы верить в Бога, перед тем, как они умерли, я могу говорить из-за своего отца, может быть. Мой отец умер в Мексике, да. И, и он был атеист, да. Да, может быть и так. И эта душа переходила во мне, да, и вот это самое. Сейчас же мы же делаем этот переход, да, то, что он не смог, тогда я пытаюсь этого сделать, да, и, может быть, и достигну, дай Бог этого. В чем смысл жизни? Служить Чему? всему, человечество, людей, любовь, жизни. Вопросы остаются без ответов, а может, ты просто не задал их вслух? Загляни в комментарии и напиши. Возможно, именно твой вопрос откроет новую тему в следующем подкасте с теми, кто живет в Латинской Америке. Хочешь знать больше? Будь ближе. Подпишись и включи уведомления.